Че, можем начинать? Здорово. Здрасте. А, у тебя нет микрофона. Всем Здрасте. привет. Всем привет. Нас давно не было в эфире. Месяца два, наверное. Месяца два, наверное. Честно говоря, было не до видео. Пару моментов было, которых надо было решить. Но мы их решили, и теперь мы опять с вами на нашем цехе Farmax. У нас куча новых машин. Большинство из всего старого, что увидели, уже сделано. Хотя, может быть, что-то еще и осталось. Ну, сейчас Вот. посмотрим, что-то Сейчас что-то будем может делать, что-то осталось. очередной обзор. Пройдемся по Что всем мы- машинам достаточно быстро, я думаю, чтобы не слишком долгое видео было. Что у нас, как-то по очереди будем, да? Вот, Да, давай начиная прямо вот отсюда, оттуда все, вот. что с соседнего района, где у нас машины все стоят. Ну, так, с чего начнем? Ну, Fiat это с аренды, C4 с аренды, это чего? Гольф, вот он. Гольф. Ну что ж, Гольф уже готов, в принципе. Там осталось откалибровать радар. Он у нас был... Рома, где бит? Он у нас был в переднюю часть бит, был поврежден бампер, фара, капот, насколько я помню. У нас новая технология покраски. Ну как? Новая технология. Для нас она новая. И мы начали красить машины прям в идеал. То есть сейчас вот смотришь, и, честно говоря, сложно сказать, где она была покрашена. Что, в принципе, хорошо, да? Так оно и должно быть. Вот. Это у нас, по-моему, где-то год 18-й, наверное. Что, да. 2-литровый дизель, всем любимый, на автомате DSG. Он еще гибрид, по-моему, да? Не, Нет? не, 2-литровый дизель, это Ага. Volkswagenский, Ваговский. Ваговский, да. Ну, У нас вот оно. были такие, не помню, одна или две, достаточно быстро мы их продали, очень Я помню популярная чёрную. машина, Я черная. помню, черная вообще улетела Да, за там неделю-две. очень быстро. И тут пробег тоже что-то наподобие, как на нашей черной был, там около 60 тысяч пробега. Ну, блин, очень ликвидная тачка, улетит быстро. Да. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de Ну, их не легко выиграть, на самом деле. Сколько раз мы играли гольфы в Германии, немцы их очень любят. И поэтому, чтобы выиграть гольф, ну, как бы, это надо сыграть 10 гольфов, и, может, один выиграешь. Мгм, Да не, мы ж на улице. мгм. Это Тирок. Какой год там написано на нем? 22-го года, дизельный, по-моему, 2-литровый, да? 2-литровый, автомате. на автомате, да. Какая-то такая среднемодная комплектация. Тут какие-то вот наклейки они понаклеили красивые сбоку. Сидушки с какой-то красной строчкой. Вот. Удар был. Слушай, тут Где-то вообще, спереди. по-моему, удар очень легкий был. Тоже можно фоточку сюда вставить. По-моему, в какую-то в левую либо в правую Левый, часть. вот тут погнут правую. Ага. капот. Мы сюда в левую часть. А, да, вот. Тут поменять фару, немножко какого-то пластика, что за фарой был. Да, Ну, обе да, фары, бампер, да, все. Ну, вот да. это вот. Это, я думаю, Миша Миша, сделает, да? отрихтует, да. Миша красавчик, Я не такое больше делал. чем уверен, что Миша сделает это все. Ну, супер. Очень легкий удар. Все Да. трубочки кондиционеров целые. Все на месте. Мгм. Фару купить, бампер и поехала. Ну. Такой проектик. Да, то есть мы сейчас стараемся немножко смешивать степень аварий. Ну, машин, которые мы покупаем, что-то на быструю руку, что-то подольше. То есть высокоприбыльные проекты, где сильно ударено, но они подольше. Есть машины, которые можно быстро сделать, но тогда быстрее их продашь. Сейчас как-то балансируем. Сейчас загрузку. покажем, который сильный удар. Да, есть. Интересно, это есть. Да. Пока начнем с разогревчика. Audi 1, тут вообще только фару, да, или что? Что это Тут такое? была фара треснутая, Ага. была решетка, вот эта треснутая, ее уже поменяли. Бампер родной, туманка тоже треснутая, тоже заказали, поменяем. Крыло родное, капот родной, в принципе, все. Ну, Все. вот пример машин, которые мы делаем быстренько. Вот. И рядом такая же Audi A1, только красная. Только красная, она А, на и поновее. автомате и поновее. Поновее, да.
Она Ну. поновее, она тоже Какого где-то... года? Что наклейки? Что-то нет? 20-й какой-то, 22-й, может. Что-то такое. Да. А, ну тут побольше так, чуть-чуть потерли сбоку, да? Ну, я думаю, вот это вот все тоже сделается собственноручно. Ничего тут менять не надо. Дверь точно. Крыло тоже отрихтуется, покрасится. Ничего Ну тут это все сложного бочину нету. красить, но цвет Да. как бы легкий. Без всякого металлика, ничего сложного. Вот В тоже. общем, две Audi A1. Тоже самый ликвид на испанском рынке, который продается просто моментально. Да, рядом с ним X1, менее интересный. Но тоже ликвид. То есть тут в чем? Тут все еще видно. Он недавно только приехал, за него еще не брались. Он тут недельку стоит 2020 года. Вот, по-моему, гибрид, да, вон он, гибрид Энчуфабле. Энчуфабля, да. Энчуфабле, это как ну, по-нашему сказать? Заряжаемый гибрид. Заряжаемый гибрид, короче, можно зарядить, ну, короче, понятно и так. Да, спереди чуть получила по голове. По-моему, на ней тоже очень классная цена была. Ее в Германии выиграли. Мгм. И что прикольно, что здесь будет растаможка нулевая, на чем мы Потому сэкономим. что гибрид. Да. Ага. И получится неплохой зазор на ней на конечном итоге. Корок тоже... Что корок? Эти такие Корок, три, по-моему, да? корок, да, их несколько штук. Сам прикол в том, что вот эти короги мы выигрываем на испанском аукционе, Мгм. и они, в принципе, плюс-минус как бы целые по кузову. Ну вот это плюс, а вон чуть дальше есть минус. Где? Вон черненький. Не, то немецкие, я сейчас за испанские. Они, знаешь, их пользуются где-то в социальных службах водители. Вот они наезжают на них 150 тысяч километров, это 2-литровый дизель тоже на автомате. И все, и всех их партиями скидывают на аукцион и пишут у всех одну и ту же проблему. Проблема с коробкой. Мгм. Мы вот это первая, она приехала, мы ее подняли на подъемник, оказалось, что там не закрученный масляный фильтр, и поэтому там масло капало. И я думаю, это послужило основной причиной написать, что коробки хана. На самом деле все классно, закрутили масляный фильтр, чуть покрасить ее, похимчистить, и все, и поедет на продажу. Офигеть. Да, И у нас такая же, да, еще одна белая где-то есть? да, да. Вот он, второй такой же, один в один. Пробег практически одинаковый, мотор одинаковый, комплектация одинаковая. И проблема... И пробег одинаковый. И проблема прописана была такая же, Да. тоже с коробкой. Да. Но, как я понял, они у нас уже обе ездят, и ни в той проблем с Да, коробкой нет. да. На одном закрутили фильтр, на другой... Да, что-то там еще что-то по другое мелочи, было. там датчик какой-то. Но, по сути дела, это 2-литровый дизель, такой же самый, как на Гольфе, ДСГ-коробка. На этом пробеге 150 тысяч, ну, это ничего с ней, ну, явно не должно быть. Ну, класс, сейчас мы ее отполируем, покрасим. То есть покрасим, полирнем. И, в принципе, готово будет. Вот еще один Гольф, кстати. Это чуть постарше. 18 Думаешь? года, по-моему, нет? Я не помню. Ну, тот же самый кузов, Гольф 7, А тот же самый мотор, та же самая коробка. А вот это IQ Drive, это значит гибрид. IQ Drive, Да. наверное. То есть вот этот, походу, гибрид. Потому что я помню, у нас, по-моему, один гибридный был. Ага. Наверное, Но вот это этот. дизель-гибрид, Ну да. да. Ну, тут тоже ничего особенного. Удар слева, спереди. Да. Ну, Все стандартное. капот. Фара, пластик, капот. капот крыло. тут, да, Сбоку под замену. пропустил. Капот Что? под замену. А, сбоку уклончики не отрабатывал. Ну, кстати, Ром, А. если я не ошибаюсь, это все инвесторские машины. Да. Или какая-то из этих наша была? Сейчас, дай вспомню. Нет, по-моему, Все все инвесторские, инвесторские. Да? Вот. Наши все внутри просто ремонтируются. Мы инвесторские так чисто паркуем. Вон наша там стоит, этот Жук А, Жук, да. 25-го года, да, испанский. Не, на самом деле он и пришел готовый, да? Мы там чисто подкрасили и все. Да, там заднее крыло мы чуть подрихтовали, покрасили. И Жук офигенный. да, там что-то там около 5000 пробега 25-го года на автомате. Ну, четкий. По-моему, мы его тоже очень выгодно выиграли. Очень дешево, 16 тысяч. За 16 За тысяч. 16 на круг. Да. А по рынку он, по-моему, мы сейчас его выставили на продажу 22 900.
Да, И это, и по-моему, мы- самая низкая цена в Испании. Да, не и мы включая ни это, там, одной Тенерифе. запчасти на нее не покупали. Там двери оттрихтовали, чуть-чуть там была что-то она Да. замята, крыло и все. Знаешь, что тут прикольно? А. Ты на нем ездил, нет? Не Музыку помню. включал? Не. Колонки в подголовнике. Я видел, он босс, да. Там я видел. колонки в Да. подголовнике стоят. И у тебя такой звук 360 офигенный вообще. У тебя... Вот отсюда То есть может я быть за видно. рулем ехал, а мне звук соседнего подголовника играет. Ну, вот сзади лучше видно. Вот они. Я первый раз такой вижу, и вообще офигенно такой 360, звук классный. Опа, полиция. Вроде не к нам. Бежим. Run. На всякий случай. И что-то интересное. Вот готовый X3. Это, кстати, инвестор нам за него денег загнал где-то месяца полтора назад, если не ошибаюсь. Конец ноября. Нет, начало. Точно не помню. Ну, короче, мы ему сказали 3 месяца. Сейчас уже прошло 2 месяца, и он, в принципе, уже готов. ИТУ прошел, номера должны быть на этой неделе. Сегодня понедельник, я надеюсь, там к среде уже сделают. Вот. И что, выставляем на продажу. Да. X3 17-го года, по-моему, 100 с чем-то тысяч пробега. Да. 2-литровый дизель в М-пакете, М-руль. Мы Он- такой уже продавали, один белый. Вот точно такой же, с таким же самым пробегом. Тоже он у нас ушел да. за 2 недели. За где-то, да, 2 ушел. Ну да, его на детейлинг еще надо. По сути дела, мы сейчас показали машины, которые мы уже продавали и достаточно быстро продавали. То есть мы на опыте Да. покупаем плюс-минус те же машины, которые ликвидные и быстро продаются. Мы берем Вот. вот из 10 машин 8, которые мы точно знаем ликвидные. 1-2 поэкспериментировать, чтобы немножко Да. больше опыта было. Да. Вот. Один из этих экспериментов, кстати, у нас находится чуть дальше, Tesla Y. Да. Ну, мы ее не покупали такие, но я думаю, тоже ликвидная. Да, Больше экспериментов, мне кажется, это RS5. RS5, да, это тоже Ну, эксперимент. сейчас покажу. Вот, кстати, C-класс кабриолет. А ну, Ром, ну сможем его открыть, не сломая? Да, я думаю, Лучше не надо. Ладно, черный. C-класс кабриолет. Вообще, чётко. Классный? Классный. Да. Почти готов, там красит бампер, по-моему, все, да? Да. А, вот он корок, который вот мы говорили плюс-минус, вот это минус. Или плюс, смотря как смотреть. Он упал на бочину и прокатился еще сколько-то метров боком. О май гад. Да. И что, ну будем ремонтировать. Вот тут полностью бочину надо будет перекрасить, отрихтовать, что-то поменять. Вот, но он был очень дешевый. Ага. Тут еще Вот что-то, он. да? Я уже забыл. Тут еще что-то, да. А, что-то. Тут ух ты. запаска. А, Он, короче, ударился этим колесом Ой. и перевернулся на бок. да. Блин, Тут был удар, а там был... я Ай. только хотел сказать, ну а что тут делать? 2 двери поменять, крыло и все, то остальное подрихтовать, покрасить. Не, ну мы его, по-моему, за 4200 забрали или что-то такое. Ну, судя по удару, мы должны были дешево его забрать. Ну да, не, ну мы бы задорого такой не Да. забирали-то. П 15 года, 220, кабриолет. Короче, по фотографиям она была полностью целая. Вот. Но была одна проблемка. Когда она приехала, мы подняли ее на подъемник. Оказалось, что она где-то прочесала пузом, и полностью у нее вся ходовка слетела, и они нацепили какие-то левые колеса. Вот если покажешь, вот видишь, диски разные. Вот, то под днищем сварены рычаги, подрамник сваренный, он был поломан, грубо говоря, как на две части. Тупо они все сварили, чтобы колеса просто прицепить. Ну да. Сейчас будем все менять. Ну, машина И 15 года, на нее запчасти недорогие, их запчасти много. вообще там, по-моему, дешман Вот, то есть стоит. немножко влетели, но не прям чтобы... Купили на заднюю часть, налево и направо полностью все Да. за 180 евро. Да ладно? Да. Прикинь? Ну вот. Ну, на 500 евро попали. Ну, как бы не смертельно, потому что тут зазора мы считали где-то 5,5. Ну, будет не 5,5, а 4 даже. Тоже не смертельно.
Вот, плюс она сейчас будет готова к сезону, так что, может, ее еще кабриолет в аренду сдадим пару раз. За пару месяцев заработаем По-любому, нормально. И в по-любому она. сентябрь ее на продажу. Вот, а вот это